Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, знаменитый апельсиново-шоколадный торт Джаффа. Торт готовится совсем несложно. Торт получается необыкновенно ароматным, вкусным. Сначала приготовим бисквит. 170 грамм муки, 30 грамм какао и 6 грамм разрыхлителя. Все перемешиваю и отставляю пока в сторону. Бисквит этот готовится очень просто, очень хорошо дополняет вкус любого торта. 3 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. 140 грамм сахара ввожу порциями и взбивать буду эту массу примерно 3-4 минуты. Когда масса вот так побелеет, станет пышной, я добавляю туда 100 мл молока комнатной температуры. И также добавляю туда 50 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего здесь больше долго не взбиваю. И просеиваю туда всю сухую смесь. И перемешиваю также миксером. Ничего лопаткой долго не перемешиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Когда печется бисквит, дверцу духовки открывать нельзя. Сейчас переливаю в форму. Форма у меня здесь 20 сантиметров в диаметре. Форму я застелила фольгой, это просто раздвижное кондитерское кольцо. Его очень удобно использовать, можно приобрести и использовать его на очень разные формы. Выпекать буду примерно 35 минут. Сейчас с одного апельсина я снимаю цедру. И выжимаю сок примерно из 6 таких достаточно крупных апельсинов. Мне понадобится 400 мл сока в этом рецепте, свежевыжатого. Вы также можете использовать и покупной готовый сок, и тогда использовать также цедру с одного апельсина, либо же готовую цедру, которая также продается в упаковках. 300 мл мне сейчас понадобится для апельсинового крема, 300 мл сока, и туда же я отправляю всю цедру. Апельсины лучше брать с пометкой «Био» для этого рецепта, либо же очень хорошо промыть с содой все апельсины, прежде чем снимать с них цедру. 3 яйца я разделяю на желтки и белки. Белки мне понадобятся в другом рецепте. — 60 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала, все это перемешиваю и добавляю туда сейчас 100 мл апельсинового сока. И также добавляю туда 3 желтка. Вместо желтков здесь можно брать одно целое яйцо среднего размера. С желтками, конечно, получается лучше, красивее и вкуснее. Но если у вас нет желтков в наличии, вы можете просто использовать одно яйцо. В закипающий сок я добавила тонкой струйкой при непрерывном помешивании всю крахмально-яичную смесь. И сейчас довожу всю эту смесь до кипения в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне. Когда пойдут вот такие вот первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и сразу же снимаю с огня. Сейчас обязательно перетираю все это через сито, остатки белка здесь останутся заваренного, и также вся цедра. И остужаю сейчас весь апельсиновый крем до комнатной температуры. Бисквит уже испекся, я его остудила до комнатной температуры и приготовлю крем. Для крема я беру 300 мл очень холодных сливок,
не менее 30% жирности, 100 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 300 грамм творожно-сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне. Все молочные продукты должны быть очень холодными из холодильника. Всю эту массу я сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Вы можете также использовать кремы из плейлиста на моем канале «Рецепты кремов». Кому не бюджетным покажется данный крем, в плейлисте на моем канале «Рецепты кремов» вы найдете очень большой выбор бюджетных заварных кремов, в которых не используется ни сыр маскарпоне, ни творожно-сливочный сыр. И вы также можете делать этот крем даже без использования сливок, то есть на масле. 1/3 крема я перекладываю в другую миску, и в оставшиеся 2/3 крема я добавляю 1 столовую ложку какао-порошка для выпекания. И сейчас все это взбиваю до однородности, недолго. Бисквит теперь у меня полностью остыл, я его извлекаю из формы и нарезаю его на 3 коржа. И шапочка нам также понадобится. Здесь вы можете использовать свой самый любимый шоколадный бисквит, который вы уже знаете. Но я не советую здесь использовать такие тяжелые, очень влажные шоколадные бисквиты, которые в принципе собой заглушают весь вкус торта. Данный бисквит, который я выпекла в этом видео, он очень нейтральный во вкусе, и он как бы дополняет собой вкус начинки. Не доминирующий он имеет вкус. Сейчас разрезаю на 3 коржа, шапочка нам также понадобится. Ее я сейчас буду использовать в нижнем слое крема. Ее можно измельчить в измельчителе, можно в пакете измельчить, можно вот так, надев перчатки, измельчить руками. То есть все это на ваше усмотрение. Он очень хорошо измельчается, этот бисквит. Сейчас в 1/3 крема, которую мы откладывали заранее, я добавляю всю бисквитную крошку и перемешиваю просто. Ничего здесь взбивать ни в коем случае не нужно. Крем очень хорошо стабилизируется благодаря бисквитной крошке, и он будет таким достаточно плотным. Сейчас я пропитываю просто обычной холодной кипяченой водой. Вы можете для пропитки здесь брать абсолютно все, что вам нравится. Можно брать и сироп сахарный, но я считаю, что это будет очень приторно здесь. Конечно, можно здесь использовать для пропитки апельсиновый сок. Также можно и апельсиновый ликер сделать, если вы для взрослых делаете этот торт. Сейчас я беру вот таких 12 штук печенья Jaffa. В разных странах они называются по-разному, но изначально это английский десерт, который получил свое название от сорта апельсинов, которые были очень сочные, очень качественные эти апельсины и практически без косточек. Теперь выложенное печенье на крем я покрываю уже кремом, который мы взбивали с какао. Крем получается очень нежный. Крем очень хорошо дополняет вкус печенья Jaffa. Сейчас я все это разравниваю, делаю бортик из крема. И на эту поверхность я выкладываю половину апельсинового крема. Кому захочется, можно в апельсиновый крем добавить еще примерно 50 грамм сливочного масла, когда он был горячий, этот крем. Я этого не делаю намеренно, чтобы именно подчеркнуть такой острый апельсиновый вкус, потому что всегда масло сливочное, оно немножко смягчает вкус любого цитрусового курда. Печенье Jaffa здесь очень хорошо и гармонично сочетается с начинкой этого торта. Начинка как бы раскрывает и дополняет вкус самого печенья. При раскусывании вот этот хрустящий слой шоколада в печенье в данном креме не растворяется, не размокает, и он очень приятно хрустит при раскусывании. На вкус получается очень легкий, очень апельсиновый, такой благородный во вкусе тортик. И готовится он совсем не сложно и достаточно быстро, я бы сказала. Бисквит можно испечь заранее. Такой бисквит будет храниться пару дней в пищевой пленке в холодильнике, либо же пару недель в морозилке.
Также можно сделать заранее апельсиновый крем. И все это также хранить в холодильнике. Даже за пару дней заранее можно его изготовить. Здесь я отсаживаю вот такие борозды из крема и наполняю эти борозды, эти пустоты уже апельсиновым кремом. Торт этот лучше ставить на ночь в холодильник. Вкусы объединяются именно после такого, я бы сказала, ну минимум 8-часового проведения этого торта в холодильнике. Конечно, этот торт можно сверху покрыть шоколадным ганашем, его можно украшать любым кремом. После холодильника торт очень стабильный. Посыпаю обычными вот такими шоколадными посыпками. Здесь сахарная шоколадная посыпка. Можете чем угодно украшать этот торт. Это просто такой вариант домашнего тортика, я вам показываю. Крем я также убирала в холодильник. У меня здесь оставалось крема немножко, и я его решила использовать для украшения этого тортика. Насадка здесь у меня кондитерская, номер 195. Разрезать этот торт лучше всего горячим ножом. Торт получается просто необыкновенно вкусным. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.